простейший способ. Это и есть коммуникация. Ты встречаешься с человеком не то, чтобы ему навязать язык, а чтобы понять его. Если он специалист, иди к нам. На английском, давай, английский наипроще. Все говорят на английском, это круто, это надо учить. Чем больше вы языков знаете, тем вы мудрее. Кто спорит за один язык, это он спорит за одну руку. Он говорит, одну отрубать надо. Ну рубай. А что ты других зовешь? Ну рубай себе руки. Почему кто-то должен выполнять волю другого человека? Вообще, на каком основании? Есть звездочки Божьи дал тебе Бог. Ты рабовладелец. Кто ты такой? Кто бы ни был, мужчина, девушка, это осуждение. Любой человек, который осуждает другого, он в ловушке, поймите. И даже я начал разговор не из-за того, я хочу, чтобы вы вышли с этих ловушек. Вам их расставили, а вы как идете и под ноги не смотрите. Поймите. А кто навязывает, он это специально делает. Он ссорит людей. Поймите. Украиноязычные люди. Поймите, они специально вас стравливают. Ну как вы этого не можете понять? Что если добрый человек, неважно, на каком он языке говорит. Поверьте, я проехал мир, я знаю, о чем я вам говорю. Я не вырос в городе, в котором живут одни там русскоязычные, или украиноязычные, или французские, или на английском кто говорит. Нет. Со всей планеты Земля. Люди прекрасные везде, поверьте. И не имеет значения, на каком языке ты говоришь. Но кто вас стравил, ну вы разберитесь сами в себе. Имею я личное право. Он родился на этой земле, и я родился на этой земле. А я должен ему сказать, это моя страна. А что, она такая же твоя, как и его. Но у нас же никто не выше. Друг друга полномочий нет у вас. Вы разрушаете только свой внутренний мир. Вы осуждаете другого человека, что он другой какой-то, он не такой. Понимаете? Он не другой. Он такое же Божье создание, как и вы. Ни меньше, ни больше. К чему я этот разговор говорю? Потому что вам сеют вражду в душу, в умы. Вы же на улицу выходите, вы общаетесь на том языке, на котором вам удобно. Украинский с русским, русский с украинским, все понимают, никаких проблем. Но сильно упертые люди начинают доказывать потом, кто на каком должен говорить. Мы должны разговаривать на 5 языках. А что? Вы хотите убрать, а я хочу добавить. Ты будешь умнее, когда ты добавишь, или когда ты отрежешь себе руку? Ты будешь умней, когда поедешь в Польшу разговаривать. Тебе нужен польский или украинский? Тебе нужен Польшу. Ты поедешь в Америку, тебе на каком языке надо разговаривать? На американском, английском? Да, английский. Ты поедешь во Францию, на каком языке надо разговаривать? На французском, французском. Мы, каждый человек в Украине, должен как минимум разговаривать на 5 языках. Да, со всеми соседями, как в Швейцарии. Все соседи, я понимаю язык. Я должен разговаривать с соседом. Я не должен никакого соседа ущемлять. Польский, да, я готов изучать польский. Я готов украинский изучать. Я готов русский изучать. Я не разговариваю ни на одном языке чисто. Я говорю честно, осознанно и даже горжусь этим. Был в России, мне говорят украинец. В Украине говорят, там какой-то ты не на украинском разговариваешь. На английском разговариваю, говорят, да ты на английском ничего толком не говоришь. И я доволен со себя, я думаю в душе, блин, кому что надо. Но я смеюсь, для меня это все забавно. И первая ступенька всего лишь в вашем понимании этого мира. Язык
нужен для коммуникаций. Точка. Он не нужен для доказательства какой-то вашей... Вы можете сказать, я хочу, чтобы все разговаривали здесь на таком-то языке. Языки трансформируются постоянно. И это нормально. Наша цель, чтобы понимать друг друга. Но не спорить с мыслями, на каком языке говорить. Это вам подготовка к будущим инопланетным разговорам. Мы на Земле не можем понять. Вы понимаете? Но прежде всего, это не физическое, на духовное явление не можем принять других. Все, кто спорит, это очень низкочастотные люди. Они хотят править. Они хотят управлять вами. Не давайте этого. Поймите это. Не спорьте. Они разрушают ваш внутренний мир. Поверьте, им до языка нет никакого дела. Им главное сеять раздор в ваши души. Чтобы вы с мужем говорили за язык, а не какая погода хорошая. Или что мы сегодня можем выучить нового, придумать и создать новые работы. Они вам кидают постоянно какую-то вражду. Выборы, перечушь это все. Теперь опять языками. Они этими языками, ну так уже все. Хочется иногда сказать, давайте выучим какой-то интернациональный язык и возьмем его, чтобы больше вообще не спорить никогда. Но это не получится. Мы должны учиться коммуницировать с людьми. И мы должны знать 5 языков. Польский, русский, румынский, молдавский, белорусский. Мы их должны знать. И если мы уже это будем владеть, у нас будет самая богатая страна среди всех этих стран. Самая богатая. Потому что будет самый образованный народ. В образовании сила и принятие других людей. Вам другая культура сейчас прилетит, вы скажете, их надо всех убить, у них правила не такие, как у нас. Вы понимаете, что мы как в инкубаторе здесь. За нами вот так вот. Они хоть чуть-чуть хотя бы чему-то бы научились. Они еще там спорят, кто на каком языке. Это как пещерные люди. Но я не оскорбляю, я говорю, чтобы вы загляните свою душу. Есть ли у вас право, у каждого человека, навязывать свои идеи другому? Вы это себе докажите. Объясните, есть ли у вас право, есть ли у вас погоны, звездочки здесь, обязывать другого человека разговаривать? Вот лично вот у вас, не мы, не они, а вот лично у вас. Если у вас этого права нет пока, если вам Творец это не дал, или внутренний ваш ангел-хранитель не дал такого права, что вы имеете право навязывать всем свои идеи, перестаньте это делать. Посмотрите без осуждения на всех людей, и вы поймете, что вы уже шагнули на первую ступеньку понимания жизни. И не осуждения. Сделайте это. Мы едины. Мы неделимы. Doesn't matter which language are you speaking. Неважно, на каком языке вы разговариваете. Це дуже добре, коли ти розмовляєш 3, 4, 5 язиками, мовами. Розумієте? Понимаете? Understand? Шима цега дунці. Что это такое на китайском? И арсаньцы улючупа дюши. Это счет на китайском. Сила в знаниях. Не надо отрубывать. Разговаривайте на 5-6 языках. Вы будете умнее. Люди богатые разговаривают на 2, 3, 4 языках. У них есть мозги. Вы же ребенку не говорите, когда он родился. Не, говори только 5 слов. У тебя 6 не говори. Вы счастливы, лишь бы он говорить начал. Лишь бы вы его начали понимать, он начал вас понимать. Это есть счастье.
разговаривайте на любых языках, уважайте друг друга, любите. И не позволяйте, чтобы вас ссорили. Самым легким способом. Взрослейте, мои любимые. Я вас всех уважаю, без исключения, никого не осуждаю. Всем большой. Мужикам, wrist, это на английском wrist, кулак. Девушка, прекрасный поцелуй. Стариков, бабулек, дедулек обнял. Мы все едины. Всем хорошего дня, настроения. Подписываемся, ставим лайк, и мы будем рассматривать жизнь с разных ее точек и находить общий, наилучший знаменатель для наших душ и для нашего существования на планете Земля. Всех люблю, уважаю. Хорошее настроение. Подписываемся, полетим индивидуально. Не хочется, чтобы ты говорил на этом языке. Кто вы такие? Кто вы такие? Вы в России, мне говорят украинец. В Украине говорят, там какой-то ты не на украинском разговариваешь. На английском разговариваю, говорят, да ты на английском ничего толком не говоришь.